Добрый день! Тема сегодняшнего нашего видео – скалярия черная. Мы расскажем об особенностях этой рыбки, а также поделимся личным опытом ее содержания. В конце видео расскажем о проблемах, с которыми мы столкнулись, содержа у себя в аквариуме скалярию черную. Скалярия черная – селекционная форма обыкновенной скалярии. Характеризуется насыщенной черной окраской тела. За такой цвет ответственны гены, которые у природных особей отвечают за окрашивание темных полос на теле. Первые мутации этого гена были обнаружены в Европе в 1953 году. Дальнейшая работа селекционеров привела к появлению хорошо известной черной формы скалярии, которую еще называют черной скалярией Людвига, по фамилии создателей породы Джулии и Фреда Людвигов, которые впервые сообщили о полученной форме в 1957 году. Черные скалярии эффектно смотрятся в аквариумах. Черный цвет символизирует строгость, авторитет, весомость. Поэтому именно скалярий такого цвета можно часто встретить в офисных аквариумах. Аквариумистам, выбирающим черный цвет, обычно свойственна предприимчивость, смелость, умение бороться с трудностями. По форме тела черные скалярии ничем не отличаются от своих сородичей. Оно также сильно сжато с боков и очень напоминает полумесяц. Спинной плавник рыбки заострен и вытянут. Крайние лучи хвостового плавника имеют форму длинных нитей, аналогичны по форме брюшные плавники. Длина тела черных скалярий составляет около 15 см, а размах плавников может достигать и 25 см. Главная особенность этой формы – интенсивно черный окрас тела. Лучшие представители, соответствующие стандартам породы, окрашены однотонно и не имеют светлых участков. Половой дифформизм выражен слабо. Самцы обычно крупнее и имеются более выпуклый лоб. Продолжительность жизни в подходящих условиях составляет 10-15 лет. Черная скалярия является селекционным видом и не встречается в естественной среде. Она была получена путем многочисленных скрещиваний и отбора наиболее красивых и продуктивных особей. Родительская форма, обыкновенная скалярия, обитает в Южной Америке, в бассейнах рек Амазонка и Оренока. Предпочитает теплые протоки с густыми зарослями водной растительности. Оптимальный объем аквариума для содержания черных скалярий начинается от 100 литров на пару. Но поселять рыбок лучше всего небольшими стайками от 6 штук. Скалярии предпочитают держаться в средних слоях воды. Лучше всего черные скалярии смотрятся в аквариумах, оформленных в природном стиле. На дно укладывается песок или мелкая галька, подходящая для выращивания живых растений. Уместны будут также натуральные камни и коряги. Вдоль стенок аквариума необходимо высадить побольше живых растений. Они не только служат хорошим укрытием для рыбок, но и улучшают качество воды в аквариуме. Не забудьте оставить открытое пространство для плавания этим величественным рыбкам. Скалярия черная в аквариуме с живыми растениями. Важно обеспечить черным скаляриям чистую, богатую кислородом воду, для чего используется производительный внешний фильтр и компрессор. Скалярии теплолюбивые рыбки. Температуру лучше поддерживать с помощью терморегулятора на уровне не менее 24 градусов. Освещение подбирается под потребности выращиваемых растений. Скалярии хорошо переносят яркий свет. Еженедельно необходимо подменивать воду на 20% от объема аквариума. Черная скалярия относится к спокойным и миролюбивым рыбкам, но не стоит забывать, что скалярии все-таки хищники и в природе охотятся на мальков других рыб.
Поэтому для совместного содержания не стоит использовать виды, размер которых во взрослом состоянии не превышает нескольких сантиметров. Кроме того, скалярии становятся агрессивными во время нереста и отгоняют от кладки любых чужаков. Идеальным выбором для кормления скалярий в домашних аквариумах станут качественные сухие корма. В отличие от живых и замороженных, они полностью сбалансированы, содержат в составе функциональные добавки, например, для усиления окраса, и витамины, не могут стать источником заражения аквариума инфекциями. В природе скалярии предпочитают белковую пищу, но не прочь пощипать и нежные части зеленых растений. Чем разнообразнее будет рацион скалярий, тем лучше будут чувствовать себя рыбки. Черные скалярии предпочитают брать корм с поверхности воды. Черные скалярии предпочитают питаться на поверхности воды, реже в средних слоях аквариума. Скалярии необходимо кормить один раз в день такой порцией корма, которая будет съедена рыбками за несколько минут. Разведение скалярий возможно как в общем, так и в отдельном аквариуме, но второй вариант будет правильнее. С наступлением половой зрелости скалярии сами разбиваются на пары. Для размножения понадобится нерестовая емкость объемом не менее 80 литров. В нее необходимо посадить несколько кустов широколиственных растений, которые станут прекрасным субстратом для икры. Стимулом к нересту служит постепенное повышение температуры до 28-30 градусов. Вначале родители очищают будущую площадку для икры, потом приступает к нересту. Самка откладывает на лист растений или другой субстрат икринки, а самец впоследствии их оплодотворяет. Скалярии заботливые родители, и самец и самка следят за икрой, обмахивают ее плавниками, поедают погибшие икринки. Появление личинок происходит через 3 дня после нереста. На ближайшую неделю они питаются за счет желтучного мешка, после чего переходят к самостоятельному плаванию и кормлению. Родители оберегают потомство и выгуливают их. По мере роста мальков пересаживают в более просторную емкость и сортируют. Половая зрелость наступает в возрасте 10-12 месяцев. Скалярии черные очень требовательны к наличию кислорода в воде. При отсутствии аэрации в аквариуме смогут прожить максимум 5-6 часов, поэтому аэратор с аккумулятором обязателен. Без еды могут спокойно прожить 2-3 недели, не переносят температуру воды ниже 20 градусов. При такой температуре замирают в аквариуме и отказываются от еды. У нас в аквариуме была пара черных скалярий. Самец был большой и грациозный. Пара очень хорошо между собой ладила. Нереста не наблюдали, но они все время держались вместе. Спали все время вместе в одном углу аквариума возле растений. К сожалению, во время выключения света мы потеряли самца. Было кислородное голодание, и он погиб. Самка выжила. Не помог, к сожалению, и аэратор с аккумулятором, который держит заряд до 25 часов. Отключение света было значительным, и разрядился также и пауэрбанк на 30 000 мАч, к которому был подключен также и аэратор. Тогда мы потеряли много рыбок. Об этом мы расскажем в следующих видео. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если видео понравилось. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить наши следующие видео об аквариумных рыбках. В следующих видео мы расскажем о скаляриях пиной. До новых встреч!